История русского салата. Оливье или русский салат очень популярен в мире. Его впервые приготовили 150 лет назад в одном модном ресторане в Москве. Многие пытались украсть рецепт салата, но никто не смог, и оригинальный рецепт не сохранился. У этого салата загадочная история. Никто даже не знает, кем был повар Люсьен Оливье, французом, швейцарцем или бельгийцем. В 1860 году он открыл в Москве дорогой ресторан «Эрмитаж». Из всех блюд, которые там подавали, самым популярным был салат с необычным соусом. Блюдо назвали в честь шеф-повара салат Оливье. Салат стал настолько знаменитым, что даже царь Александр II был в Эрмитаже, чтобы попробовать его. Рецепт салата никто не знал. Оливье готовил его в отдельной комнате, куда никто не мог заходить. В состав салата входило около 100 ингредиентов, среди которых были омары, икра, оленина, фазан и другие дорогие сорта мяса. Ко всему этому Оливье добавлял вареные яйца, соленые огурцы, картофель и другие ингредиенты. И, наконец, секретный соус из майонеза, горчицы и трав. Однажды, когда Оливье готовил салат в отдельной комнате, ему пришлось срочно выйти из ресторана. Он оставил дверь в комнату открытой, и один из его помощников, Иван Иванов, воспользовался ситуацией и вошел. Он увидел на столе все ингредиенты, но не знал пропорции и состав соуса. Тем не менее, Иванов уволился из Эрмитажа и пошел со своим рецептом в другой ресторан «Москва». Там он стал шеф-поваром и готовил имитацию салата Оливье с более простыми ингредиентами. Именно этот рецепт мы используем до сих пор. В России это типичное блюдо на Новый год и другие праздники. История русского салата. Оливье или русский салат очень популярен в мире. Его впервые приготовили 150 лет назад в одном модном ресторане в Москве. Многие пытались украсть рецепт салата, но никто не смог, и оригинальный рецепт не сохранился. У этого салата загадочная история. Никто даже не знает, кем был повар Люсьен Оливье,
французом, швейцарцем или бельгийцем. В 1860 году он открыл в Москве дорогой ресторан «Эрмитаж». Из всех блюд, которые там подавали, самым популярным был салат с необычным соусом. Блюдо назвали в честь шеф-повара – салат оливье. Салат стал настолько знаменитым, что даже царь Александр II был в Эрмитаже, чтобы попробовать его. Рецепт салата никто не знал. Оливье готовил его в отдельной комнате, куда никто не мог заходить. В состав салата входило около 100 ингредиентов, среди которых были омары, икра, оленина, фазан и другие дорогие сорта мяса. Ко всему этому оливье добавлял вареные яйца, соленые огурцы, картофель и другие ингредиенты. И, наконец, секретный соус из майонеза, горчицы и трав. Однажды, когда Оливье готовил салат в отдельной комнате, ему пришлось срочно выйти из ресторана. Он оставил дверь в комнату открытой, и один из его помощников, Иван Иванов, воспользовался ситуацией и вошел. Он увидел на столе все ингредиенты, но не знал пропорции и состав соуса. Тем не менее, Иванов уволился из Эрмитажа и пошел со своим рецептом в другой ресторан «Москва». Там он стал шеф-поваром и готовил имитацию салата оливье с более простыми ингредиентами. Именно этот рецепт мы используем до сих пор. В России это типичное блюдо на Новый год и другие праздники.